Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами сначала будем вязать длинный шнур, из которого потом будем плести сумочку. Это маленькая модная сумочка, тренд Кореи. В Корее их вяжут, скажем, не вяжут, их плетут. Все, это очень модно. Мы же с вами, у нас пряжа не толстая, у нас пряжа Карамель Бэби 2 миллиметра. Сначала цвет у меня это лилу. Сначала мы с вами, как я и говорю, свяжем длинный шнур, впоследствии из которого будем плести руками сумочку. Так, заказать пряжу Карамель Бэби нам понадобится всего один моток. Заказать пряжу Карамель Бэби можно на сайте Пряжа Центр по моему промокоду. По моему промокоду будет скидка 10%. Ссылку на сайт и промокод оставлю в описании под данным видео. Также нам понадобится еще крючок, у меня это 3,5. Итак, приступаем. Сначала вяжем длинный шнур. Итак, начинаем, смотрите, делаем узелок. Провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Так, разворачиваем наше вязание. Смотрите, здесь у нас вот эти вот 1, 2, 3 перемычки. И за них первую мы пропускаем, за вторую провязываем петельку и за третью провязываем петельку. Вот таким образом 3 петли на крючке. Так, снимаем с крючка 2, остается первая. Сначала провязываем первую, вторую, третью. То же самое повторяем. Сначала первую, вторую, потом третью. Так, смотрите, чтобы петельки у вас не убегали, вы можете просто взять второй крючок. Это может быть даже крючок поменьше. Просто вот эти вторую, третью петельку одеваем на второй крючок, чтобы они не убегали. И вот таким вот образом провязываем. Сначала первую, потом вторую, потом третью. Раз, два, 3. Может быть, вам так удобнее будет. То есть, смотрите, наш шнурочек закругляется. Видите, как он с обратной стороны. Таким образом, вот если так вязать, очень удобно вязать ремешки для сумок. То есть можно набирать не обязательно 3, можно набирать 2 петли, 4, 5. И шнурочек при таком вязании, смотрите, он закругляется. Мы же вяжем просто длинный толстый шнур у нас будет, из которого мы далее, как я уже говорила, плетем сумочку. То есть какую длину вязать, я так толком не скажу. То есть свяжите пока длинный длинный такой ремешок и нить не обрывайте, а уже в процессе плетения я буду говорить, ну то есть там видно будет, сколько нам необходимо. Так, еще раз показываю, то есть вот эти петельки можно просто снять и провязывать сначала первую, потом вторую, потом третью. Если вам неудобно, если у вас они выскакивают, хотя в принципе их можно вот так вот придерживать, и никуда они не прыгают. Может быть, так даже и быстрее получается. Первая, вторая, третья. Все, шнурочек он сам закругляется, и он становится одинаковым со всех сторон. Так, вяжем такой длинный шнурочек. Итак, связав длинный шнур, длину не буду говорить, то есть в процессе, смотрите, сам полиэфирный шнур я не обрываю, так как
в процессе плетения буду смотреть, сколько мне еще довязать вот этого нашего шнурочка. Еще вот этот шнур можно вязать не обязательно крючком. Если вам удобно спицами, пожалуйста, ну, вяжите его спицами. То есть тут по желанию и как кому удобно. Итак, находим наш хвостик, начало нашего вязания. И сейчас покажу, что будем делать. Так, еще в работе буду использовать, смотрите, вот такие вот скрепочки у меня есть. В принципе, можно пользоваться просто прищепками. Ну, для удобства. Если у вас таких нет, то можно обойтись и без них. Итак, смотрите, начинаем. Так, вот начало, где мы начинали вязать наш вот этот вот шнур. Сейчас мы все будем плести далее руками, не используя крючок. Смотрите, хвостик заводим вот так вот. Берем основной шнур и протягиваем через это образовавшееся колечко. Вот таким вот образом. Немножко стягиваем, только не сильно, потому что уже вот это вот есть наша первая петелька. Это не узелок. Хвостик вот такой длины пусть остается. Мы его потом спрячем. Это вторая петелька наша. Снова берем шнур и протягиваем далее. Третья петелька. Старайтесь, чтобы ваши эти петельки, они были одинаковыми. Ну, приблизительно у меня сколько будем делать? Вот где-то 2,5 сантиметра. Можете измерять, можете, в принципе, на глаз это делать. Вытягиваем четвертую петельку, воздушную петлю. То есть как бы формируем цепочку из воздушных петель. Вот это первая, мы уже ее считаем. Раз, два, три, четыре. Приблизительно делаем их одинаковыми. Так, пятая. Шестая и седьмая. Седьмая у нас уже идет, она будет как начало ряда. То есть вот мы ее сюда, смотрите, вот у нас 7 получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Да? Это дно нашей сумочки. Вот это седьмая, это уже начало следующего ряда. То есть здесь мы можем ее закрепить, чтобы она никуда не убегала, не распускалась. И далее, смотрите, вот этот шнур, да, идет у нас дальше. И формируем следующую петельку. Вот протягиваем ее здесь. То есть вытягиваем петельки по этому ряду. Первая петля у нас уже есть. Вот так, чтобы прям не очень сильно свободно, а вот этот вот шнур вот так вот подтягиваем и вытягиваем следующую петлю. И смотрим, чтобы наши петельки, они были одинакового размера. Подтягиваем шнурочек дальше. 5. Вытянули петлю. Приблизительно посмотрели, чтобы она была такая, как и предыдущая петля. Хотите, скрепляйте, хотите, нет, то здесь по желанию. В принципе, они и так хорошо держатся, эти петельки, они никуда не убегают. Следующую протягиваем. И еще одну.
Стянем. Так, смотрите, вот по одной стороне у нас получилось 6 вот таких вот петелек. Вот эту тоже крайнюю можно закрепить. И переходим на следующую сторону. По следующей стороне, смотрите, вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 перемычек, 6 полупетель, через которые мы будем вытягивать наши петельки. Так, перешли на эту сторону. Опять же, вытянули петлю. Вот этот хвостик наш немножко подтянули. Опять же смотрим, чтобы они были такого же размера, как вот эти петельки на первом ряду. Да? Вытягиваем, смотрим, подтягиваем их. Третья петелька. Четвертая. Пятая. И шестая. Все, смотрите, таким образом. Вот у нас это дно нашей сумочки. Первый ряд с одной и с другой стороны мы сплели. Да? Теперь переходим на второй ряд. Так, вот наши 2 петельки. Теперь просто опять же начинаем вот наш хвостик. Смотрите. И снова через эту петельку делаем петлю, просовываем. Тоже приблизительно такого же размера. Можно опять же закрепить. Теперь смотрите, петельки друг к дружке вот так вот подтянули, да, петли предыдущего ряда. И вот так вот протягиваем новую петлю, чтобы петельки предыдущего ряда лежали рядышком друг с другом. Подтянули. Вот, снова подтягиваем их. Вот смотрите, какие косички формируются. Это мы плетем второй ряд. Если вы связали не такой длинный шнур, понятно, в порядке плетения просто его довязываете. Так, высовываем петельку. Так, и переходим на второй ряд. Да? На второй ряд по второй стороне. Вот таким образом у нас получается. Вот эти можно закрепить. Мы продолжаем плести далее. Опять же проверяем, чтобы у нас эти петельки с одной и с другой стороны были одинаковыми. Так, и таким образом по кругу мы плетем до нужного нам размера. И я вам потом покажу. Скорее всего, это будет рядов 6-7. Посмотрим, как сумочка сформируется. Так, то есть просто по кругу, просто плетем до нужного нам размера. Вот эти петельки одна к одной пододвигаем, да, и тогда протягиваем уже наш шнур.
Вот так. Боковые тоже, когда мы с одной стороны сплели, да, и переходим на другую. Вот мы уже 2 рядочка прошли, да, переходим на следующий ряд. Опять же, вот так вот петельки одна к одной пододвинули. И протягиваем новую петельку. Вот. Все по кругу делаем то же самое, в принципе, формируя вот такие вот петельки. Когда сплету нужное количество рядов, покажу. Так, смотрите, сплела я свою сумочку до необходимого мне размера. У меня вместе вот с этими вот петельками получилось 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, вот. Складывая ее, понятно, что петельки должны быть на одном уровне. То есть, ну, приблизительно мы их делали одного размера. И остался у меня вот этот вот вязаный шнур длиной 102 сантиметра. Это для того, чтобы сейчас мы эти петельки соединим и сделаем такую ручку. Так, смотрите. Вот здесь у нас начало ряда. Сейчас будем все эти петельки соединять. Так, а еще у нас можно вывернуть сумочку, да, и вот этот вот хвостик немножко заправить. Вот этот хвостик, который в начале вязания у нас оставался, мы его как-нибудь красиво вправим. Как-то так заправим, а оставшийся вот этот хвостик можно обрезать и припаять. То есть как-то так. Так, выворачиваем на лицевую сторону. Поправляем все петельки. Все, и начинаем все соединять. Смотрите, как это делаем. Вот этот шнур, оставшийся у нас, и вот так вот изнутри заправляем в каждую петельку, протягиваем. Вот здесь начало вязания. Опять заходим вот так вот шнур и изнутри. Каждую петельку вот так вот вытягиваем. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Вот, смотрите, пришли к началу ряда. Теперь мы формируем, то есть как необходимо, как кому необходимо, так немного подтягиваем этот шнур и распределяем петельки. Вот так вот, чтобы все одинаково было, да. Все, смотрите, вот, немножко я сузила вот это горлышко. Вот так у меня получается. Теперь вот это моя первая петля, с которой у меня начинается ряд. Вот этот вот шнурочек.
Видите, первая петля и вот этот шнур, который мы протягивали по всему периметру. Заводим под нее и под этот шнур, то есть и вытягиваем петельку. Сейчас мы будем формировать ручку. Вот, то есть как бы здесь продолжение ряда. И снова вытягиваем петельки, все одинакового размера. Это у нас будет ручка. Так, формируем необходимую нам длину этой ручки. То есть у меня она будет небольшая. Еще одну петельку протянем. Вот как-то так. Вот видите, остается какой маленький хвостик. Так вот прикладываем. Так, посередине у нас с этой стороны остается 1, 2, 3, 4, 5 петелек, с другой 1, 2, 3, 4, 5. Вот это, как бы скажем, вот этот ряд, вот эта полосочка, она параллельно тому, откуда мы начинали плести ручку. Вот эту петельку вот сюда в нее продеваем, да, и вот этим хвостиком вот здесь вот изнутри фиксируем. Все, подтягиваем так, как нам надо. Все подтянули. Здесь внутри хвостик спрячем и в оставшийся вот этот хвостик припаяем, так как это полиэфирный шнур, то есть легко с ним работать зажигалкой. И вот получается такая у нас мини-сумочка, которая очень популярна у корейцев. Я еще раз повторюсь, что они ее плетут из толстой пряжи. Но как вариант можно ее сделать вот таким вот образом. То есть сначала сплести такой шнур. Смотрите, я для плетения шнура использовала 3 воздушные петельки у меня было, да. Можно взять шнур поплотнее и 2 петельками пользоваться. Можно вот этот шнур 2 миллиметра и не 3 петельки, 4 петельки. То есть по такому же принципу можно связать сумочку побольше. Размер вот этой у меня получился так: ширина 13 сантиметров, длина без ручки 11 сантиметров. То есть это вот такая вот мини-версия. Эту сумочку я отдам своему 4-летнему ребенку, своей дочке. Еще украшу брелочком. Видео мастер-класс сниму попозже, покажу. То есть, понятно, приделать здесь можно длинные ручки, дабы удобно было носить. Но в итоге получается вот такая модная, интересная сумочка. Если вам понравился мой мастер-класс, мой видеоурок по вязанию сначала, потом по плетению вот этой вот сумочки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past